Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на июль 2023 года. Сегодня нам в этом помогают Таро внутренней ведьмы, колдовское Ленорман. Будем смотреть, как карты раскроют событийный ряд, который вас ожидает, ну и в принципе, какие события могут произойти у вас в течение этого месяца. Общие энергии, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, приступим. Общие энергии месяца. У вас ложится аркан Мир. Это как завершение старого цикла, переход в новый этап, поэтому для многих здесь перемены могут коснуться не только какой-то конкретной сферы жизни, а подвязать под себя все сферы. Например, если у вас стоит на повестке дня вопрос эмиграции, переезда, смены места жительства, вы понимаете, что по сути это за собой как цепочкой потянется все сферы жизни. И работа, финансы, может быть изменение состояния здоровья в лучшую сторону, да, за счет изменения климатических условий. И опять же перемены, которые могут отразиться на вашей личной жизни. В целом мир – это новые возможности. В первую очередь реализация себя через интернет, будь то получение новых знаний, образование, обучение или же, допустим, работа. У кого-то это переезд, который изменит ваш кругозор, вашу культуру, изменит, знаете, ситуацию, если у вас был языковой барьер. То есть, наоборот, вы будете как лингвист впитывать в себя все и сразу, как полиглот. Посмотрим, для какой сферы эта карта будет наиболее актуальна, потому что она может для вас прозвучать в любой из них. Девятка пентаклей. Самодостаточность, возможности, приток денег, получение новых ресурсов, вопросы становления состояния здоровья, стабилизация. Опять же, здесь добиться каких-то высоких для себя результатов, потому что мир девятка пентаклей или девятка земли – это я могу. Опять же, получение внезапных даров, подарков – это когда вас одаривают, когда о вас заботятся, и возможности, которые сами идут к вам в руки. Смотрим вопросы карьеры. У вас здесь ложится пятерка огня, борьба. За ситуацию придется побороться. То есть и за целевую аудиторию, и за конечного потребителя, или, допустим, если вы работаете наемным сотрудником, напор и накал страстей внутри коллектива, но вы сможете выбрать свое место под солнцем. Давайте обо всем поподробнее. Для тех, кто у нас не работает и работать на текущем этапе не может, то здесь у нас ложится учитель огня, она же королева жезлов. То есть это девушка, женщина, которая вас замотивирует что-то поменять в своей жизни. Ну, элементарно, может быть режим дня или график, чтобы вы все успевали, да, вопрос тайм-менеджмента. Опять же, просто вас замотивировать на какие-то перемены, потому что по королеве огня это пробудить в вас амбиции, к чему-то стремиться, чего-то достигать. Пусть небольшими шажками, но что-то менять в своей жизни. Поэтому влияние такового лица у вас на эту сферу определенно вызовет бурю внутренних эмоций, переживаний, негодования, сопротивления, но вместе с тем это даст толчок и фазу роста. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, пятерка жезлов и туз жезлов, как я вам говорила, благодаря вашим усилиям это достичь результата. Туз жезлов – это новая работа, это трудоустройство, это получение результатов, это радость, когда у вас энергия пробуждается и бурлит. Есть возможности, идут сами в руки. Если же вы наемный сотрудник, то королева воздуха, она же королева мечей, это как успешно пройти какие-то проверки, верификация, аккредитация, экзамен, подтвердить уровень вашей квалификации, вашего профессионализма, ну и быть на хорошем счету у руководства. Если анализировать ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, то пятерка жезлов и тройка жезлов это открывает для себя новые горизонты через вопросы конкуренции и соперничества. Здесь будет подстегивать, я не могу назвать это вопросом зависти, но в связке этих карт это когда вы понимаете, что ваши конкуренты развиваются быстрее, активнее, прикладывают много усилий. И вот эта вот мотивация на вас будет подстегивать. Я ничем не хуже, не глупее, у меня получится лучше. Потому что, видите, вас здесь зажгли. Вот вы не хотите упустить этот момент, открыть для себя эту возможность, ухватить этот шанс. И вы действительно этими вопросами будете заниматься. Если смотреть финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится тройка воздуха, она же тройка мечей.
Вы скажете, как же так? Вот здесь приходят ресурсы, а здесь, если мы смотрим, денег нет. Давайте уточнять, о чем здесь конкретно идет речь, с чем она связана. По тузу чаш здесь деньги будут, но те ресурсы, которые у вас придут, вы сразу будете во что-то вкладывать или отдавать. Например, если это были кредиты, долги, там, выплаты суд, это как отдать все, погасить какие-то долговые обязательства. И второй момент – это потратить все подчистую до копейки на какую-то мечту, на свою наполненность, на то, чего вы хотели. Неважно, какая это материальная цель, будь то путешествие, обучение или какая-то вот, не знаю, там платье, часы, машина, у кого что. Но это наполненность, наполнить себя, потому что вы этого очень хотели, к этому стремились. Поэтому здесь деньги как пришли, ну так они по сути и ушли, но при этом, видите, вы счастливы. Если смотреть вопросы здоровья. Аркан сила, ну в связке с этим карт, мир, тем более здесь сила, это как новый виток энергии, это укрепление ваших сил. И не зря я вам говорила по состоянию здоровья, если смотреть на эти арканы, это вкладывать в себя. В здоровье, в питание, в режим дня, может быть по рекомендации врача в витамины и биодобавки, в минералы. Вопросы гомеопатии или переход на более растительную пищу. Но это то, что вам дает силы, восстановление, повышает уровень ваших вибраций. И в принципе вы здесь можете объять необъятное, многое. Потому что по аркану сила это не только делать то, что вы делали всегда, но это через меры. Допустим, успеваете и потрудиться, и посетить друзей, какие-то мероприятия, и там заняться спортом. То есть у вас будет здесь многозадачность, потому что сила – это все по силам. Есть ресурсы и возможности вашего организма это осуществлять. Для многих, если кто-то ранее этого не делал, это как раз внедрить в свою жизнь или в целом физические нагрузки, или какие-то новые способы физической нагрузки, то есть новый вид спорта, который ранее вы не пробовали, для вас, возможно, он был не актуальным, но сейчас вы пересмотрели свою точку зрения. Опять же, сила – это усилия, которые вы прикладываете, это структура, это самодисциплина, может быть ограничение, но которое в радость, а не в тягость, потому что здесь будете, если что-то принимать, то с легкостью, да, вы прикладываете усилия, но у вас тут нет какой-то ломки. Ну, например, для вас не проблематичным здесь будет отказаться там, от курения, от сладкого, может быть, еще от каких-то других там зависимостей. То есть вам здесь все по силам. Вопросы личной жизни. У нас здесь ложится двойка воздуха или двойка мечей. Будем смотреть, что же здесь для себя вы пытаетесь прояснить, прочувствовать и от чего закрыться. Для тех, кто у нас является свободным. Здесь у нас ложится рыцарь пентаклей. Для вас все без изменений. Не то, чтобы вы закрыты от общения, от построения личной жизни, просто ваши цели и задачи будут смещены в другие сферы. Поэтому личная жизнь в рамках этого месяца, она как проходит стороной. Если смотреть ситуацию для тех, кто в любовных треугольниках. А вот здесь двойка мечей и суд. Для кого-то это может быть ситуация войти в одну реку дважды. Ну, то есть вы жили, допустим, с супругой, развелись, ушли там к любовнице, потом передумали, решили отношения разорвать, вернуться к супруге, восстановить отношения, заново жениться. То есть воссоздать, восстановить. Почему я говорю именно так? Потому что, видите, здесь ложится император. То есть это официально быть супругом. Для кого-то это как просто заключение второго брака в жизни. Вот у вас здесь такая может быть ситуация, так отыграться. Но в любом случае здесь как для себя нести новые обязательства. Семерка жезлов – это отстоять или добиться своего. Поэтому так у вас здесь будет развиваться цепочка событий. Для тех, кто у нас в стабильных союзах. Паж жезлов или инициатива. Ну тут смотрите, знаете, говорю, инициатива наказуема. Это когда вы что-то предложили партнеру, а потом уже 10 раз об этом пожалели, что вы это предложили. Почему? Потому что здесь идет... Ну, не то чтобы сопротивление этим идеям или какому-то новшеству, но вы уже сами не рады, что вы предложили какую-то там задачу или какую-то цель, и будете от этого пытаться закрыться, а партнер или партнерша вас уже будет толкать, двигать в этом направлении. Поэтому вот так. Если смотреть рекомендации для вас на этот месяц. Восьмерка пентаклей, карта труда, карта усилий, карта приложенного опыта, энергии, действий,
любви, потому что по 8 пентаклей это всегда, как бы то ни было, делать свое дело с любовью, вкладываться по полной. Только тогда вы сможете получить тот результат, к которому вы стремитесь. И не имеет значения, какой сферы жизни это касается. Будь то здоровье, карьера, новый источник дохода или какие-то перемены в партнерстве. К этому всегда нужно приложить усилия. Под лежачий камень вода не течет. И если вы будете следовать рекомендации карт на этот период, то сможете достичь больших результатов. Смотрим, что у вас здесь на этот период. Итак, у нас здесь ложится ключ, дерево, коса и дно колоды плетки. О чем здесь идет речь? В первую очередь, если здесь были проблемы по здоровью, а у нас здесь старший аркан сила, поэтому действительно для вас эта сфера значима и главная, потому что проанализируйте, видите, у вас здесь конкретно на здоровье. Это открыть для себя какую-то давнюю проблему, связанную со здоровьем, или убрать то, что подкашивало ваше состояние здоровья. Как мы смотрим, здесь это является устранение стрессовых факторов и проработка проблем с психосоматикой. То есть постараться, насколько это возможно, устранить из своей жизни стрессовые ситуации. Опять же, здесь может быть при помощи спорта, питания, режима дня, может быть при помощи медикаментозных препаратов, которые назначит вам врач, но активно бороться с этим вопросом, с этой ситуацией. Если брать в энергоплане, то для многих это обряд или ситуация по открытию дорог. Убирать те блоки, которые у вас были, то есть отсечь, разрезать. Опять же, если здесь была ситуация, связанная с заболеванием, которое у вас началось резко неожиданно, то это как купировать этот вопрос. А у кого-то здесь это может быть плановая операция, которая предписана вам была. Неважно, это пластическая хирургия или, может быть, у вас была запланирована. То есть это как произвести хирургическую операцию и решить ту проблему, которая у вас была. То есть скосить эту проблему, эту ситуацию. Дальше обратите внимание на сосуды, особенно у тех, у кого есть проблемы. Старайтесь, если эта ситуация у вас тянется длительный период, обратиться к психологу, к флебологу, потому что по этим картам может быть у кого-то разрыв сосудов, поэтому здесь, пожалуйста, осторожно. И это вопросы, связанные с зубами, то есть это может быть как установка имплантов, коронок, то есть то, что будет надолго, долговременно и решит вашу какую-то ключевую проблему. Поэтому здесь все прекрасно. Опять же, обращение к ортодонту, удастся ли что-то там исправить, прикус и так далее. Потому что еще здесь по этим картам как устранение зубной боли. Ну и в целом у кого-то еще как бы это банально не было, но это состричь деструктив. То есть состригли волосы, обновили стрижку, перекрасились, омолодились. Все, для вас как бы здесь заиграла новая энергия, новое начало. Поэтому вот так, мои хорошие, пусть так и будет. Вам плодотворного месяца. Жду от вас обратной связи, как для вас проиграется этот расклад, эта информация. Благодарю каждого из вас за лайки, за комментарии, за ваши донаты. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех последних видео и любой информации, которая выходит на канале. Благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.